Привет, мои хорошие! Сегодня буду делать не совсем обычный выкладной френч, так что если вам интересно и вы любите френчики так как я, присоединяйтесь, будет интересно. Ну а с вами я, Миронова Виктория. В прошлый раз я делала моделирование в технике безопила с помощью материала Ruby Resistant от торговой марки Original. Как видите, ногти хорошо относились, есть только на некоторых ногтях маленькие отслойки, но для 4 недель носки это нормально. Кстати, для моделирования этих ногтей я использовала не обычные формы, а арочные. Так как сегодня буду делать выкладной френч, то сейчас мне нужно полностью снять старый материал, оставляя только тоненькую подложку. Дальше делаю стандартную подготовку ногтей к коррекции. Изначально делаю маникюр, затем пилкой прохожусь по поверхности ногтевой пластины. Сначала наношу дегидратор, чтобы он вывел лишнюю влагу из ногтевой пластины, а затем уже бескислотный праймер. Я часто в комментариях читаю, что многие мастера вообще не наносят праймер, когда делают коррекцию. Но лично мое мнение, я лучше нанесу праймер и не буду потом бояться, что ногти у клиентки где-то отвалятся. Но это, конечно, уже дело каждого мастера, и каждый выбирает свой метод в работе. Сегодня я использую каучуковую базу, наношу ее тонким слоем, втирающими движениями. После того, как она подсохла, приступаю к выкладке ложа. А удлинение буду выкладывать сегодня в 2 этапа, так как мне пришла неординарная идея, я рассказала о ней клиентке, и она согласилась на эксперимент. Небольшим шариком фастгеля выкладываю край удлинения, выглаживаю бортик. А вот другой край, тот что идет к кутикуле, стараюсь свести на нет к натуральному ногтю, чтобы переход почти не был заметен. А вот и моя креативная идея, если вообще ее можно так назвать. Кому-то она покажется очень банальной, но я раньше такого никогда не делала и очень захотелось попробовать. На непросохший фастгель я выкладываю блестки. Основную часть декора располагаю возле бортика. Подсушив первый слой, перекрываю дизайн розовым полигелем. За счет того, что полигель непрозрачный, немного мутный, блестки перекрываются и получается вот такой интересный эффект. Сняв липкость, тонкой керамической фрезой подпиливаю бортик, чтобы он был более четким и ровным. Дальше в ход идет пилка, подпиливаю бортик и сверху ногтевое ложе. Но так как я работала полигелем Final, это очень мягкий материал, я в опиле использую сейчас пилку 180 грит, потому что если я буду использовать, например, пилку 100 грит, будут оставаться очень сильные царапины, которые
при перекрытии топом будут очень сильно заметны. Конечно, дальше можно было бы сделать какой-то однотонный свободный край. Например, белый, мне кажется, получился бы очень красивым в сочетании с таким ногтевым ложем. Но это была бы не наша история, и мы все-таки решили поэкспериментировать. Клиентка захотела бирюзовый свободный край, туда мы еще добавили блесток. В общем, сегодня будет очень блестящий маникюр. Свободный край выкладываю сегодня тоже в два этапа. Первый слой будет с блестками, другой слой такой же цвет, но уже без блесточек. Основную часть работы я уже сделала, осталось опилить форму. Изначально использую фрезу елка, ею я опиливаю свободный край, затем тонкой керамической фрезой выпиливаю натуральный ноготь из-под смоделированного. Ну и в конце, чтобы придать ногтям завершенного вида, использую пилку. Шариком шлифую кожу вокруг ногтя. На правой руке у нас френч, а на левой мы изначально оставили два ногтя под дизайн. Клиентка захотела бабочку, усыпанную всю стразами, но когда мы сделали наш френч, он показался и так очень ярким и блестящим. Я даже клиентке сказала, может, не будем бабочку делать, а она говорит, да мне нравится, давай все-таки сделаем. И я начала рисовать. И вроде бы я не один раз уже рисовала этих бабочек, мне это не впервые. Но к этому маникюру они никак мне не шли, никак они не ложились мне в нужном направлении. Я перерисовывала их очень много раз, а в конце, когда я ее уже почти нарисовала, сказала, а давай не будем, мне она здесь не нравится. И клиентка пошла мне навстречу, мы дизайн полностью спилили и нарисовали цветочки. А бабочку, которая будет полностью всыпана в разноцветные камушки, я, конечно же, пообещала клиентке и сделаю ее как-нибудь в следующий раз, но уже в более сдержанном маникюре. Except perhaps when wedding bells ring. I don't think about you anymore. Except when I hear songs that you sing. I don't remember how you used to play with your hair to make my soul rush. When you didn't know what you would say to hide the fact you easily blush. I get along without you well. You just need somebody like you. I need somebody like you. I don't think about you anymore, except for when I see the sunshine, and when rain is falling down on me. I remember when you were mine. I get along without you. This song is not about. Френч-топом перекрыла я еще до рисунка, но магию появления вот этих блестяшек я решила вам показать в конце. Так бы сказать, оставила на десерт. Вот такие блестяшки блестяшечные у нас сегодня получились. На солнышке они переливаются еще круче. Под студийным светом, конечно, этого всего не передать, но выглядит очень красиво и
очень оригинально. Не знаю, как вам, нам с клиенткой очень понравилось. Пишите в комментариях ваше мнение, как вам такой дизайн. Ну а я, конечно, надеюсь, что сегодняшнее видео хоть немного было полезным для вас. Ну а с вами я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео.